Торт Наполеон. Крем как мороженое, хрустящие коржи. И что самое приятное, в этом рецепте меньше масла, чем обычно. Легче, проще, но при этом вкус тот самый. Начнем с основы. Берем 330 грамм муки и 100 грамм холодного сливочного масла, которое нужно перетереть с мукой в мелкую крошку. Я воспользуюсь блендером. Вы же можете натереть его на терке, либо порубить ножом. Мне очень нравится именно этот способ. Попробуйте, это так быстро. Я поместила масло с мукой в блендер. Утоплю немного масла в муке. Несколько секунд, и крошка готова. Проверяем, не осталось ли крупных кусочков. Достаем нож и высыпаем крошку в миску или же на стол. Делаем в центре небольшое углубление и выливаем одно среднее яйцо. Лучше его немного разболтать. Также к яйцу добавляем 150 грамм сметаны жирностью 20%. И щепотку соли. Быстро замешиваем мягкое тесто. Сначала ложкой. Ну а потом, когда ложкой мешать будет тяжело, руками. Долго вымешивать не нужно, важно сохранить слоистость. Готовое тесто скатываем в колбаску и делим на 6 равных частей. Перекладываем их на тарелку. Кусочки накрываем пленкой, либо пакетом и ставим в холодильник минимум на 40 минут. После чего берем один кусочек и раскатываем его в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Тесто можно раскатывать как на столе, присыпанным мукой, так и сразу на пергаментном листе. Далее вырезаем круг диаметром 22-24 см. Я обрезки собираю, вы же можете выпекать вместе с коржами. Они пойдут на посыпку торта. Обязательно накалываем тесто вилкой и отправляем выпекаться при температуре 220 градусов минут на 7 до золотистого цвета. И так поступаем со всем тестом. Оно очень хорошо слоится. Я испекла все коржи. У меня получилось 6 плюс 2 из обрезков. Из менее удачных я сделаю крошку. Посмотрите, какая красота! Приготовим вкуснейший крем. 500 мл молока. Лучше всего подходит молоко жирностью 2,5-3,2%. Почти все выливаем в кастрюлю, но оставляем примерно 50-100 мл в стороне. Молоко, которое в кастрюле, ставим нагреваться. Далее в миску разбиваем 2 яйца среднего размера. И сначала просто слегка их перемешиваем. Это нужно для того, чтобы при добавлении сахара желтки не пошли комочком, которые потом сложно растворить. Теперь всыпаем сахар. Его количество регулируйте на свой вкус. В среднем это 100-120 грамм. И 40 грамм кукурузного крахмала.
Он отвечает за густоту крема и одновременно защищает яйца от сворачивания. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся холодное молоко. Вливаем те самые 50-100 мл. Перемешиваем до полной гладкости. Так смесь становится более жидкой и легче соединиться с горячим молоком. Тем временем молоко в кастрюле нагрелось до горячего состояния. Не нужно. Теперь тонкой струйкой выливаем нашу яично-молочную смесь в горячее молоко и постоянно мешаем венчиком. Мешаем без остановки, особенно по дну и углам. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. Мне будет очень интересно. Когда крем загустел и появился легкий пар, провариваем еще 1-2 минуты. В горячий крем добавим 8-10 грамм ванильного сахара и перемешаем, чтобы он хорошо растворился. Переливаем крем в чистую сухую емкость, так он быстрее остынет. Посмотрите, какой он гладкий и блестящий. Накроем его пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка, и дадим остыть до комнатной температуры. Берем 150 грамм мягкого сливочного масла и взбиваем его до пышного состояния и посветления. Когда масло взбилось, добавим небольшими порциями 100-120 грамм сгущенного молока и продолжим взбивание. Ну а сейчас добавим заварную основу комнатной температуры. И продолжим взбивание. Не забывайте про ваниль. Наш вкуснейший крем готов. Соберем торт. Каждый кош перемажем кремом. Коржи нужно немного придавливать. Верх и бока торта смазываем кремом и посыпаем крошкой. Дадим торту немного постоять при комнатной температуре. После чего разрезаем и пробуем. Торт получился просто восхитительный. Хрустящие коржи и крем со вкусом мороженого. Обязательно приготовьте этот Наполеон и оставляйте в комментариях сердечки от 1 до 5, как вам этот рецепт. Мне он очень понравился, прям на 5. Всем пока и до новых встреч!